В этом видео хочу рассказать о своем турбогибе, из чего он состоит и с какими трудностями я столкнулся при его изготовлении. Сейчас покажу вам его поближе и расскажу более подробно. В основе моего турбогиба лежит швеллер 10 длиной 35 сантиметров. По бокам этого швеллера приварены куски швеллера 50. И уже к этому 50-му швеллеру приварены валы, на которых надеты вот такие подшипники 630. Это подшипники китайского производства. Диаметр их 72 мм, внутренний диаметр 29,5 мм. Эти подшипники я запрессовал в 76-ю трубу для того, чтобы ролик с подшипниками приваривать не за подшипники к швеллеру, а приваривать швеллер к 76-й трубе. Далее я приварил 4 вот таких уголка 32 длиной 29 сантиметров к швеллеру 10. На вершине этих уголков я сделал вот такую платформу из 80-го швеллера, которая крепится к уголкам на болтах. И уже к этому швеллеру я приварил усиленную гайку с винтом от старых тисков. Этот винт служит для передвижения вниз-вверх нашего ролика с кареткой. Каретка эта состоит также из 80-го швеллера. К ней приварен также ролик на подшипниках, и подшипники эти опрессованы также в 76-ю трубу. Каретка с роликом у меня к винту крепится за счет кусочка небольшого 20-й трубы. Эту 20-ю трубу я надел на конец винта и насквозь просверлил и трубу, и сам винт. И зашплинтовал гвоздем. Дальше к этому кусочку трубы я приварил болт М8. На него одел упорный подшипник. И уже просверлив в каретке также отверстие диаметром 8 мм, вставил этот болт и закрепил эту каретку уже двумя гайками, законтрагаев их вместе. И еще хочу рассказать вам о двух моих ошибках, которые я совершил при изготовлении направляющего ролика. Первое — это обязательно попросите токаря, чтобы он вам сделал здесь насечку. Эта насечка на ролике будет вам служить для более хорошего сцепления с заготовкой. Так как у меня насечки этой нету, у меня бывает ролик, он проскакивает и не протягивает заготовку, что как бы немного замедляет работу моего профиля гиба. И второе — это также обязательно делайте ограничители для заготовки, чтобы заготовка не гуляла из стороны в сторону по всей длине вашего ролика. Но только ограничители делайте не такие, а чтобы они были передвижные, чтобы выставить заготовку по центру, поджать ее и уже осуществлять прокат профиля. Гуляет заготовка по всей длине ролика из-за того, что в гаражных условиях основные валы, вот эти ролики 3, невозможно выставить в одной плоскости. И так как они немного несоосны, хотя я как бы их выставлял и по линейке, и по штангенциркулю, но в любом случае их идеально ровно в одной плоскости все не выставить. И поэтому у вас начинает гулять профиль из стороны в сторону. И чтобы этого не было, обязательно делайте ограничители передвижные. А сейчас я отрежу кусок квадрата, наверное, 10 на 10, также только подлиннее, длиной примерно, наверное, 1,2 м, и покажу, как работает мой профиль-гиб. Установил я, значит, нашу заготовку. Это пруток 10 на 10, длина его 2 метра. И сейчас начну его прокатывать. Также я еще хочу наперед сказать, максимальный прокат трубы, который я осуществляю на этом станке, это профиль 40 на 40 миллиметров. Поехали.
получается максимальный радиус, который можно прокатать. То есть вот такой круг у нас получается. Больше прокатать не предстоит возможности. Вот такой вот круг у нас получается. В принципе, не так уж много он и ушел у нас в сторону. Кому было полезно видео, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. До новых встреч!